Непал – это Азия, причем ближе к Индии со всеми вытекающими. Первый раз попадая в эту страну, у участников может быть шок и дезориентация. Чтобы как-то смягчить этот эффект, мы встречаем наших всех участников прямо на выходе с аэропорта. Ну, к этим экскурсиям мы вернемся уже после трека. У нас там будет свободный день. Мы походим, посмотрим. И на большую ступу, и на своем Бунатхманге темпе, и сюда съездим. Да, конечно. Погружение в Азию начинается сразу после выхода из аэропорта. Первый шок – это, казалось бы, беспорядочные левосторонние движения, груды мусора, которые лежат на обочине, и коровы, которые просто отдыхают на проезжей части. На такси мы приезжаем в Тамель, это туристическое сердце Катманду. Здесь очень атмосферно, полно разнообразных людей, от альпинистов с мировым именем, как-то я даже встретил Месснера, до всяческих садху, растаманов и прочих паломников. Если во время первых трекингов кулуаров в Непале мы жили в самых дешевых хостелах, то сейчас это отличный отель Артс, который оценен на букинге в 4 звезды. Он находится в самом центре Тамеля, и это очень удобно. В первый день программы в Катманду тимлидер встречает всех участников, помогает им поменять деньги, купить местную сим-карту, докупить недостающее снаряжение и как-то сориентироваться в Тамеле, в этом хаосе, в который вы попадаете с такого более цивилизованного мира. Всем участникам мы рекомендуем прилетать или утром в день сбора, или даже на день раньше. Так вы успеете отдохнуть после длительного, утомительного перелета и докупить необходимое снаряжение. В Катманду я рекомендую покупать нетехнологичные вещи, такие как флисовые костюмы, трекинговые носки, трекинговые палки. Можно даже купить пуховки. Здесь есть одно место, в котором действительно хороший пух. Мы уже заранее договорились с определенными магазинами, просто в Тамеле их очень много, буквально сотни магазинов снаряжения. Мы выбрали лучшие, которые дают хорошие цены, в которых снаряжение в принципе нормального качества. Участнику нужно иметь список снаряжения, знать, что он хочет купить, гидю, что может его подкорректировать, что-то посоветовать, и потом всю группу провести по нужным магазинам и закупить, что им надо. Второй день программы, 4 утра. Встаем так рано, чтобы первыми рейсами постараться улететь сегодня в Луклу. Все цивильное снаряжение, чемоданы, с которыми прилетели, ваши джинсы, чистые футболки, мы все это оставляем в Артсе, чтобы по прилету забрать и чтобы не таскать с собой по горам. Чекинем багаж на внутренний перелет в Луклу. Всего можно 15 килограмм на человека. За перевес в 1 килограмм платим $1.
Прилетели только что в Луклу первым рейсом. В 6:15 вылет. Фактически все по графику. В 7 утра мы в Лукле. Погода отличная. Каждый раз это волнующий момент. И каждый раз я переживаю. Ведь на перелете от нас мало что зависит. А дальше уже ножками, дальше будет проще. По прилету в Луклу нас встречает местный гид и портеры. Они забирают наши баулы. А мы сами идем вот сюда, на Намасте Лодж. Здесь есть возможность выпить чая, немножко позавтракать, перепаковать свои вещи. Ведь дальше мы уже выдвигаемся вот туда по улочке в сторону Эвереста и идем ножками. Собственно, наш трекинг к Эвересту через Гокио начинается здесь. На выходе с Луклы оформляем местные тимсы. Стоит по 2000 рупий с человека. И дальше продолжаем свой путь. Вот, вывернули. Дальше забрасываем вот за голову. Потом вот нижним краем на лоб и надеваем. И получаем такую шапочку. И сзади вот тут есть хвостик, который защищает шею. То есть очень удобно получается. Вот. Берешь, вывернул, забросил и нижним на лоб. А верхним одеваешь пояс. Вот так, да. И все, вот так вот носишь. Если там 2 бафа или есть шапка, можно баф просто опускать и вот использовать на шее в роли шарфа. Выше будем подниматься, будет холодный воздух. Я часто дышу ртом. Просто мне тяжело, это не есть проблема. Но просто когда холодный воздух, можно простудить горло. Тогда я вот просто надеваю баф или на нос, или на рот. Просто если надевать прямо на нос, тогда очки будут запотевать. Если вот так вот, тогда очки не будут запотевать. Чтобы баф не спадал, можно сзади его вот еще натянуть на голову и наверх шапку. И вот так вот носить. Очень универсальная штука. Все, пойдемте. Что, друзья, мы выдвигаемся навстречу к Эвересту. Мне тоже так. Первый привал на треке, уже прошли 5 километров. Высота 2570, 2600. Отличные виды открываются там сверху. Вот заказали мятный чай, сидим, пьем. И банан, еще есть бананы с завтрака остались. Сегодня осталось пройти еще около 3 километров, в принципе переход не напряжный. 8 километров с Луклы на 2800, впадин, который на 2600 находится. 2-3 небольших подъема, метров по 50, а в остальном плавненько вниз. Погодка отличная сегодня, тепло. Идем, наслаждаемся. Три раза надо обойти вокруг большого. Вышли на радиальную прогулку к монастырю. Первая такая фотопоинт. Красивый вид на каньон реки. А нам дальше вот туда влево, вверх по тропинке. Метров 150 набора.
Высота 2,840. Здесь играет какое-то диско играет. Ребятка достраивают монастырь, пилят доски. Сделали вход платный в середину, 300 рупий теперь с человека. Раньше была пуджа бесплатная, вход бесплатный. Хочешь, носишь донейшн. Сейчас уже все, коммерциализация идет полным ходом. Зато сделали ступени. Вот маленький монах бегает. Что-то не сильно приветливый он здесь. Вот такие дела. В общем, монастырь немножко разочаровал, но зато виды открываются красивые, и зато мы хорошо прогулялись. Ну вон есть маленький монах. Лухури. В Хадинг мы пришли примерно в 12:30. Переход занял, как и предполагалось, около 3 часов, учитывая чаепитие. Вот такая лоджия, она обновленная. Сейчас комфортные кровати. И даже есть туалет в номере. И душ пока что холодный, но может обнаружиться и горячий. Будем смотреть. В общем, лоджия на уровне. Так совпало. Но это всегда приятно, вот поехать куда-то, не работать, а именно наслаждаться путешествием. Ну вот так, короче, все совпало. Я тоже видел видео сначала других компаний, потом вас видел тоже. В общем, и решил, все хорошо. 2 месяца назад я еще собирался просто весь отпуск на Буковеле откататься. Вот, но так как у меня были желания еще параллельно шли там Эльбрус, вот, Эсбек, еще куда-то забраться и просто всего в Европе. Если не пойти на крышу мира, то хотя бы побыть рядом в базовом лагере Эвереста, посмотреть на тех людей, на тех смелых людей, которые идут на вершину. Третий день программы, мы в поселке Пхадинг. Сегодня позавтракали в 7:30 утра. Часок у нас занял завтрак, потом расплатились за питание. И сегодня выдвигаемся в сторону Намче-базара на высоту 3440. Найс! Пятюнчик. Файт. Научился вязать шнурки, да? Все портит. Минут через 20 после выхода появилось солнышко, стало жарко, поэтому останавливаемся и переодеваемся. Очень важно не потеть во время передвижения. Тамсерку, первая такая самая красивая гора, которая на пути к Намче-базару нам открывается. Высота 6630 примерно. Очень крутой профиль с этой стороны. Место, которое мы называем первый такой фотопоинт. Здесь обязательные фотки для всей группы. Такси. Первая часть пути в Намче-базар проходит вдоль реки Дудхкоси, и в основном плавный такой подъемчик, но вот иногда бывают моменты, когда покруче. Как говорят в Непале, little bit up, little bit down. Сели на чаепитие, а у нас тут нарисовался 19-й участник, маленький шерпеныш. Да, намасте! Пока не может распечатать сам конфетку, есть ее в обертке. Пришли в поселочек Монджо. Здесь врата в Сагарматха National Park. Они даже металлические, сейчас на ночь их видно закрывают. Вот сидит один полисмен, а вот здесь мы будем оформлять пермиты. Слева видите табличку, что дроны строго запрещены. Штраф за дроны $50 000, кстати. Да, много. В прошлый раз мы убегали. За нами гонялись.
Ребят, в общем, настроили ступени на пути к мосту Хиллари. Еще год назад ничего такого не было. Была маленькая тропинка. В общем, цивилизация пробирается в Гималаи тоже такими семимильными шагами. Я в шоке немножко. Все грузы выше Луклы доставляются портерами. Эти трудяги носят 70-90 килограмм. Фанта, спрайт, пиво, все поднимают на своих плечах. Просто огромные веса несут. Портеры, которые носят всякие строительные штуки, те поднимают вообще до 120 килограмм. Доски, трубы, арматуру. Ну просто жесть. Спустя 3 часа 30 минут после выхода с Пхадинга мы наконец-то доходим к мосту Хиллари. Знаменитый мост, который вы могли наблюдать в фильме «Эверест», построенный Эдмондом Хиллари в каком-то далеком году. После него уже начинается затяжной подъем прямо в Намче-Базар. От моста. Супер, вообще кайф. Высота просто потрясает. Дух захватывает. Ну, я бы сказал, просто от удовольствия дух захватывает. Надеюсь, не последний раз перейду этот мост. Непередаваемые ощущения. Как минимум через... Сразу после моста Хиллари начинается длинный затяжной подъем к Намче-Базару. Занимает он примерно 1,5 часа. Набор высоты может чуть больше 400 метров. И для многих участников это самый тяжелый участок пути не только за сегодня, но и на всем маршруте. По крайней мере, так говорят. Межку с осликами, мулами поднялись к Эверест Вьюпойнту. Вот наши портеры уже тут сидят. И сейчас здесь будет окошко на Эверест первое. Что, вы уже нашли Эверест? Дима. Вот. Оп. И вон посередине, да, черная пирамида. Вон флаги идут. Это вот Эверест. Какой? 200 км в час. Если вот отойти немножко назад, мы еще Лхотсе увидим. Вот примерно отсюда, вот видите, встаньте сюда. Вон такая пирамида, это южная стена Лхотсе. 8516. Да. Да, вот черная пирамида. Да, да. Ну примерно так и вышло. Эверест и Лхотсе, да. Часов занял у нас переход к Намче-Базару с Пхадинга. Вот такая красота открывается. Намче находится в амфитеатре, столица шерпов. Красивейшее место, такой своеобразный Лас-Вегас среди Гималаев. Вышли на прогулку выше Намче-Базара. Метров 100-150 набрали. Здесь вот памятник Тенци Гунаргею Шерпе. А вообще тут открываются прекрасные виды на Амадаблам, Тамсерку, Эверест. Сейчас немного в облаках, но может еще разойдется, будем ждать. Памятник дружбы между Непалом и Израилем. Поместили
Сюда вот камешек с дна Мертвого моря, а в Израиле поставили камешек с Эвереста, как самая высокая точка и самая низкая сухопутная точка. Немножко открылся закатный зубец там сверху, просто красота нереальная. Вышли на акклиматизацию. Сегодня наша цель — мемориал Хиллари. Высота будет 4000 метров. Начало пути с Намче-Базара. Крутой такой затяжной подъем до аэропорта в Сянгбоче. Он на высоте там под 3800 примерно. Очень важно на подъеме не спешить, идти в медленном темпе, стараться сохранить дыхание. Времени у нас достаточно. Метров 160-170 после Намче-Базара. Красивая viewpoint, такой фотоспот. Обязательно все здесь фоткаются на фоне Конгдери. Мы уже отфоткались и будем продолжать наш подъем. Ну потыкай туда. Что, пришли к видовой точке на Эверест. Вот тут дальше в долине, вот там он Эверест, Илходзе, а тут Амадаблам возвышается, красавица. К сожалению, конечно, этого всего мы не видим. Сейчас затянуло облаками. Такое в горах бывает. Впереди у нас еще много трека, много видовых точек будет. А вот тут, кстати, девочки обычно фоткаются в платьях. Дальше продолжим путь к Эверест View Hotel. Вон он там находится. Можно увидеть красные крыши. Там попьем чая и пойдем в Кумджунг. Поднялись к Эверест View Hotel. Высота 3850, 3880. Здесь можно выпить чаю. Обычно с красивейшими видами. Сейчас, конечно, у нас немножко облачно. Еще с прикольного здесь есть такая 3D модель Гималаев. Можно посмотреть, где мы находимся и куда мы будем дальше идти. А так, сам по себе отель для богатых японцев, которые сюда прилетают на вертолете. Им в номера подается кислород. Они не хотят ходить пешком, но хотят посмотреть на Эверест. Вот, на вьюпоинте Эвереста не пофоткались, но зато фоткаемся на отель Эверест Viewpoint. А ну, сделай так платьем красиво, подкинь. Немножко открылась Амадаблам. Попадают как-то куда-то. Это возможно, это все еще возможно. Пришли в Кумджунг, посмотрели школу Эдмунда Хиллари. К скальпу Йети решили не идти, потому что, в принципе, ничего интересного там нет. Поэтому пойдем мы в Кунде, там по пути зайдем в монастырь и поднимемся к мемориалу Хиллари на высоте 4000 метров. В
Пришли к мемориалу Хиллари, высота примерно 4020 метров. Пошел небольшой снежок, затянуто, видимости немного, хотя в ясную погоду здесь открываются прекрасные пейзажи. Группа молодцом, все держатся, все идут хорошо. Сейчас будем палить костер. Разожгли небольшой костерчик, накидали туда рододендрона, немножко можжевельника. Будем прогонять облака. Пока, конечно, не сильно получается. После нашего костра снег только усилился. Может, еще такие не сильно умелые шаманы, да? Такая вот погодка. Немножко 5-10 минут проведем времени и пойдем вниз на Чебазар. В относительное тепло, да.